Именно здесь, в этой точке на карте, жизнь в ближайшие годы станет заметно дороже почти для каждого, кто живет или собирается переехать в Австрию. В 2026 году меняются цены на еду, жилье, проезд. Это уже не сухие цифры из бюджета, а очень конкретные минусы сотен евро из вашего кошелька. Вообще мне стало очень интересно, как в новом году изменится наша жизнь. Я решил попробовать такой новый формат, когда я просто гуляю по парку и разговариваю на те темы, которые мне интересны. Вообще, если честно, я очень люблю Австрию. Австрия стала для меня новым домом. Это прекрасная страна, и я постоянно пытаюсь понять, что тут устроено лучше, чем в тех странах, где мне удалось побывать за свою жизнь. А что может вызывать удивление или какой-нибудь испуг. Чтобы подготовиться к этому видео, я перелопатил около сотни статей в интернете, и сейчас хочу вам рассказать, что же ждет нас в 2026 году, что такого произошло в 2025 году, и как нам преодолеть те трудности, которые перед нами возникнут. Чтобы ответить на все эти вопросы, я разложил все изменения по 3 уровням. Первый уровень — это повседневные расходы, стоимость продуктов питания, коммуналка, транспортные расходы и парковка. На второй уровень я выделил тех людей, которые недавно приехали в Австрию относительно, те, которые получают пособие, и те люди, которые находятся на так называемой АМС-помощи. И третий уровень — это такой уровень большого фона. Это бюджет, оборона и то, что за всем этим стоит. Ну и, конечно, я расскажу об этом на примере обычной семьи. Почему я вообще решил записать это видео? Дело в том, что 7 ноября 2025 года страна исчерпала свой бюджет. Например, в прошлом году это произошло на конец декабря. По данным Министерства финансов Австрии, в 2025 году в казну поступит 105 миллиарда евро, тогда как расходы составляют 123 миллиарда евро. И разница 18 миллиардов евро будет покрыта исключительно за счет новых долгов. В прошлом году день пустой казны пришелся на 7 декабря, то есть нынешний дефицит наступил на месяц раньше. Экономисты считают это тревожным предупреждением. Если вас также волнует этот вопрос, поставьте лайк. Еда. Тот же холодильник, но на 200 евро больше расходов в месяц. Пару лет назад мы, как семья из 5 человек, спокойно укладывались примерно в 600-800 евро в месяц на еду. Те же магазины, те же бренды, плюс-минус одно и то же меню. Сейчас реальный чек уже ближе к 1000. Ощущается такое, что в 2026 году легко можно вылететь за 1200 в месяц. На бумаге это можно описать как рост на 20-30%. Но в жизни это выглядит так. Было 800 евро, стало 1000. Разница 200 каждый месяц. Это около 3000 евро в год. Это уже не мелочь. Это как если кто-то бы тихо забирал у вас 13-ю зарплату. Только не раз в год, а маленькими укусами при каждом походе в супермаркет. Такие привычки, как алкоголь и табак — это отдельная статья расходов. Пачка сигарет, которая раньше стоила около 6 евро, становится 6 евро 20, 6,50. При пачке в день это плюс 150 евро в год. Просто за одну привычку. Бросайте курить. И вот у тебя уже не просто дорогая еда, а целый слой маленьких, но постоянных утечек. Сигареты, пиво, вино. Формально это подается как забота о здоровье и бюджете страны. Но по факту это еще один стабильный налог на привычки. Коммуналка. Платишь тоже, получаешь тоже, но дороже. Раньше счет за свет и отопление у меня был порядка 150 евро в месяц. Сейчас за те же самые квадратные метры и ту же температуру цифра уже спокойно приближается к 180-190 евро. 30-40 евро разницы в месяц — это до 480 евро в год. Никакого люкса. Я себе ничего не добавлял. Просто цены поднялись вверх, а потом чуть-чуть стабилизировались на новом уровне. На фоне официальной инфляции это около 2%. Вчера говорил с одним моим приятелем. Он сказал, что работает исключительно на коммунальные платежи и домовладельца, который сдает ему квартиру. Аренда. Выбора стало больше, но доступности нет. Жилье — это отдельная песня. Формально рынок в Вене оживает. Объектов больше, сделки идут, инвесторы активизируются. Но если смотреть глазами арендатора, картина простая. Квартира, которая раньше стоила 900 евро, сейчас уходит за 1000-1200. Это плюс 1500-2000 евро в год только на аренде. И да, ты теперь можешь выбирать из 5
одинаково дорогих вариантов, а не из двух. Но от этого не становится легче. Общественный транспорт. Мне так нравился этот символический 1 евро в день за общественный транспорт. 1 евро в день, больше не 1 евро в день. Годовой проездной по Вене долго был почти мемом. 365 евро в год. С 2026 года это уже 467 евро. Для одного человека это плюс 102 евро в год. Для пары около 200. Для семьи, где двое взрослых на годовом и ребенок на ученическом, это уже такая маленькая скрытая коммуналка, которая просто лежит отдельной строкой. Машина, парковка, виньетка и все, что с этим связано. Если у тебя есть машина, то с 2026 года каждый маленький пункт будет чуть громче скрипеть. Парковка во дворе или по расписанию было 10 евро в месяц, стало 13. Мелочь, но в год это 156 евро. При этом дорожные сборы для грузовиков за последние годы выросли примерно с 63 тысяч до 90 тысяч в год на одну фуру. Перевозчик платит больше, логистика дорожает. Это размазывается по цене каждого товара на полке по отдельности. Ни один чек тебя не шокирует, но ты замечаешь общий тренд. Все, что привезли, стоит дороже. В 2026 году зарплаты будут индексироваться, но ощущение странное. Чтобы картинка была более честной, в 2025 году многим поднимали зарплаты. В госсекторе, например, плюс 3,5%. В соцсфере и охране ближе к 4%. Если человек получал 2000 евро чистыми, то это примерно плюс 80 евро в месяц. Но проблема в том, что за те же 2-3 года еда, коммуналка, транспорт и аренда вместе легко съедают плюс 200, 300, а то и 500 евро в месяц. В итоге индексация есть, но по ощущениям она не догоняет рост расходов. И тут как раз вступает в игру новая прозрачность зарплат. Ты не только чувствуешь, что стало дороже жить, но еще и можешь четко увидеть, сколько платят людям на такой же позиции, и уже с этим идти к работодателю. Отдельный слой изменений — это беженцы и те, кто живет на пособие. Базовая помощь будет сокращаться. Там, где семья могла получать около 1000 евро в месяц, теперь она видит 700 евро или 800 в месяц. В их ситуации это уже не меньше накоплений, а очень конкретный вопрос: хватит ли на еду и жилье. Автомобиль для беженца превращается в потенциальную проблему. Если вдруг у тебя машина, то помощи тебя лишают. Логика государства такая: если у тебя есть машина, ты не настолько нуждаешься в помощи. Логика семьи — это единственное, что у нас осталось. Да, но без машины довольно сложно перемещаться в наше современное время. К этому добавляется цифровой контроль, проверки имущества, возможный возврат лишних пособий, закрытие повседневных госприютов. Картина в целом простая. Помощи меньше, требований больше и контроля сильно больше. АМС и подработки. Серая зона сжимается. Для тех, кто получает пособие и подрабатывает через АМС, в 2026 году их также ждут некоторые осложнения. Раньше пенсионер мог подрабатывать на 400 евро в месяц и при этом относительно нормально удерживать пособие. Теперь же часть этой суммы съедает уменьшение выплат и налоги. И человек начинает задаваться вопросом: а есть ли вообще смысл работать за плюс 100-150 евро чистыми, если это забирает время, силы и деньги на дорогу? Государство явно выталкивает людей либо в сторону полноценной занятости, либо в сторону четкого понимания: я на пособие и не подрабатываю. Государство пытается сократить промежуточную серую зону. На фоне ужесточения условий появляется другая история. Если ты беженец и согласен добровольно вернуться домой, за это могут заплатить. Платят разовым бонусом до примерно 1000 евро. И для кого-то это реальный шанс закрыть долги, купить билеты и начать заново на родине. А для кого-то это слишком маленькая сумма, чтобы рискнуть всей жизнью здесь. Но в общей картине это еще один инструмент сокращения числа получателей помощи. С одной стороны, официальная инфляция замедляется. С другой, у страны все еще высокий дефицит бюджета. И до целевых 3% по критериям ЕС нужно еще дойти. Тем более, что ЕС относится к Австрии как к некому такому нарушителю. Параллельно расходы на оборону увеличиваются. Они могут достигнуть около 2% ВВП. Это миллиарды евро, которые надо где-то найти. Поднять акцизы, урезать мягкие программы, чуть-чуть уменьшить льготы и докрутить налоги для банков и энергетики. На уровне семьи это никогда не выглядит как
Мы подняли налог на оборону, вот чек. Это выглядит как десятки мелких решений. Тут отменили субсидию на утепление дома, тут уменьшили поддержку зеленых проектов, тут убрали льготу, про которую даже не знали, тут подняли немножко акцизы, там парковку, здесь проездной. По отдельности каждое повышение кажется терпимым, но в сумме они превращаются в новые ощущения. Жить стало дороже, хотя официальная инфляция вроде не такая уж страшная. Налоги. Ставки те же, ощущение другое. Прогрессивная шкала подоходного налога формально остается примерно прежней, 0% до определенного порога, а дальше ступени и 55% для очень высоких доходов. Но за счет изменения льгот и базы налогообложения может получиться так. Человек с доходом 4000 евро брутто по ставкам платит как раньше, а фактически получает на руки на 100 евро меньше. Вот ты смотришь на свою зарплату. С одной стороны, в 2025 году ее индексировали, а в 2026 году тебя защищает новая прозрачность. Но с другой стороны, каждый месяц куда-то утекает еще по 200-300 евро. И ты начинаешь считать не только сколько я получаю, но и сколько у меня остается после всех этих реформ. В итоге, если все это собрать в одну картинку, 2026 год в Австрии про деньги выглядит так. Говорить о зарплатах, спрашивать, сравнивать, наконец-то нормально и законно. Видеть, как именно твои деньги тают в еде, коммуналке, проездном, парковке и аренде стало проще, потому что все регулярно растет. Жить на пособие, будучи беженцем или получателем АМС, заметно сложнее, больше контроля. При этом официальная инфляция снижается, а государство говорит о санации бюджета. Ситуация с 2026 годом выглядит так. Про деньги стало говорить намного легче, но добывать и удерживать их стало намного сложнее.